Сегодня будет довольно необычное видео, но однозначно полезное. Сначала мы немного освежим наши знания касательно отдельных кавказских языков, а потом к вашему вниманию будет список из более чем 100 слов общей лексики для чеченского, ингушского и грузинского. Озвучивать эти слова будут носители, а потому вы ощутите всю аутентичность звучания Кавказа. Обязательно оставайтесь до конца, чтобы узнать все детали. Как обычно, не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. А мы начинаем. Мы считаем, что дружба возможна только между равными, дружба невозможна между господином и рабом. Существует ли такой человек на землях бывшего Советского Союза, что не слышал о чеченцах, ингушах и грузинах? Эти национальности настолько давно живут на Кавказе, что уже являются его синонимом и ближайшей ассоциацией к нему. В летописях упоминается о тесных контактах и военно-политическом союзе этих этносов более чем 2200 лет назад. Чтобы вам понимать, как это было давно, в эту же эпоху на Западе вел свою победоносную войну Македонский, а на Востоке закладывался фундамент Великой Китайской стены. Но сегодня мы обсудим лингвистическую составляющую и начнем с чеченского и ингушского. Они являются отдельными языками, но вместе с тем в большинстве ситуаций взаимопонятными, как чешский и словацкий. Это объясняется тем, что тысячи лет назад чеченцы и ингуши жили более компактно, как единое общество, и, судя по всему, имели общий язык с кучей диалектов. Но по итогу этногенеза этих национальностей появились сегодняшние чеченские и ингушские языки. Также их близость является следствием того, что они живут по соседству и между ними не было никаких осложнений в коммуникации. Чего нельзя сказать об их южных соседях, и тут ситуация выглядит немного сложнее. Дело в том, что грузины жили от нынешнего Дагестана до Понтийских земель, это значительная площадь в масштабах Кавказа. К тому же долины и плоскости в этих местах являются исключением, а потому стоит учитывать влияние изоляции даже для соседних областей. Все это не могло не создать уникальные особенности в грузинском языке. Вообще полный анализ этого языка потянет на отдельный выпуск. Если хотите видео на эту тему, напишите об этом в комментах. А пока лишь в двух словах объясню, в чем тут дело. Тысячи лет назад существовал единый для всех грузин язык, но из-за особенностей местности буквально в каждом ущелье имелся свой диалект. Сейчас бы лингвисты такой язык назвали богатым из-за обилия слов, но тогда это создавало лишь неудобства. Как гласит летопись, в конце IV века до Рождества Христова у грузин появилась собственная письменность, и для нее нужно было взять за основу один из множества диалектов. Им оказался диалект из области Картли, где, собственно, находилась столица. Он лег в основу литературного грузинского и стал неким шаблоном для изучения. По сей день грузинский язык называется Картули по имени столичной области. С целью консолидации всех уголков своих владений этот диалект стал основным сначала для знати, а позже и для обычного населения. Но тут на сцену выходит известное кавказское тщеславие. Грузины большую часть своего существования находились в феодальной изоляции, потому что никто не хотел поступиться местной властью. В условиях политической обособленности им удалось донести до наших дней несколько своих диалектов, что сейчас стали полноценными языками. Но так как феодализм был не только на Кавказе, то на сегодняшний день подобная ситуация не является исключением. Немцы, итальянцы или испанцы также были любителями обособленных княжеств и, как следствие, имеют несколько языков. Детально мы обсудим это в отдельном выпуске, а сегодня хочу показать вам более сотни общих слов, что можно найти в лексике чеченского, ингушского и грузинского языков. Какие-то из этих слов были заимствованы у соседей, какие-то являются исконно кавказскими, но за сотни лет все так смешалось, что иногда и не отличишь. Именно поэтому в создании данного видео мне очень помогли чеченцы, ингуши и грузины. Каждому участнику хочу сказать большое спасибо, вы делаете важный вклад в будущее Кавказа. Стоит отметить несколько особенностей нашего списка. Если в языке существует два или больше синонимов, то мы, естественно, использовали только тот, что похож на аналогичное слово у соседей, даже если оно используется не так часто в повседневной жизни. Допустим, сейчас на грузинском маму чаще всего называют деда, но у него существует эквивалент нана, что в наши дни почти вышел из обихода. Чтобы вам было понятнее, это как глаза и очи, настоящий и насущный.
Оба слова являются синонимами, но одно используется чаще и с годами вытесняет все остальные. Также стоит учитывать, что какие-то слова будут идентичны буква в букву, а в каких-то общем будет только основа. В общем, сами все увидите, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Мама. Нене. Нана. 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 Нан. Фамилия или род? Гвари. Гуар. Гвар. Вар. Вяр. Ружье. Топи. Туэп. Топи. Топ. То. Лук. Хахви. Хахв. Хвархви. Хох. Хох. Пила. Херхи. Херх. Хорхи. Херх. Херх. Волна. Талга. Талгай. Талга. Улгия. Толги. Лев. Ломи. Лом. Ломи. Лом. Лом. Курица. Катами. Катал. Котом. 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 Обезьяна. Маймуни. Маймун. Маймун. Маимул. Маймал. Кот-кошка. Цица. Цицв. Циба. Цицик. Циск. Сова. Бу. Ху. Бу. Буга. Боу. Крест. Джвари. Джвар. Джвар. Жар. Жар. Бумага. Каралди. Каралд. Каргад. Кехат. Кяхат. Рыболовная сеть или ловушка. Баде. Бад. Баде. Бод. Бот. Известь. Кири. Кир. Кир. Кира. Кер. День. Дре. Ладер. Дра. Де. Де. Расходовать расход. Харджва. Лихрджав. Харджуа. Харж. Харш. Сахар. Шакари. Шакар. Шанкар. Щекар. Чекар. Стекло или бутылка. Шуша. 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 Шиша. Шиши. Черешня. Алубали. Алубал. Були. Бел. Бол. Оливки. Зетис хили. Зети хил. Зетишхиль. Зайт. Зейтеш. Вкус. Гемо. Гиам. Гемо. Чам. Чам. Суббота. Шабати. Саптин. Сабатон. Шват. Швахт. Орел. Арциви. Арцив. Эрзу. Эрзи. Плуг. Плуг с упряжью. Гутани. Хуртан. Готе. Гот. Война. Оми. Оми. Том. Том. Полка. Таро. Таро. Тархи. Тархи. Аплодисменты. Таши. Таш. Терш. Туареш. Национальный костюм. Чоха. Чоха. Чуо. Чоки. 10. Ати. Вит. Ит. Ит. Осел. Вири. Вири. Вир. Вир. Ястреб. Кори. Кири. Кюра. Кер. Религиозный пост. Мархва. Мархуа. Марха. Марх. Проповедник. Моцгвари. Моцвари. Мозгар. Мазгар. Прием, драка, борьба. Илети. Илети. Лата. Ватер. Человек. Адамияни. Адамиери. Адам. Адам. Саг. Слон. Спило. Пило. Пил. Пил. Коса или серп. Намгали. Магана. Мангал. Мангал. Клад. Ганзи. Ганз. Хазн. Ганз. Игла. Махати. Махат. Маха. Мах. Мешочек для денег или карман. Киса. Кеса. Киса. Кис. Время. Хани. Хан. Хан. Х. Понедельник. Оршабати. Дождиш. Оршот. Оршот. Посланник. Элчи. Элч. Элча. Элч. Яма. Овраг. Ормо. Уормо. Ор. Ор. Синька. Лила. Лилай. Лила. Лил. Глухой. Хору. Хурманджиан. Ор. Ор. Курдюк. Дума. Думай. Дум. Думи. Пекарня. Пурне. Пурне. Пурни. Пурни. Руда. Мадани. Мяда. Ма. Сталь. Полади. Болот. Бот. Ковш. Чамча.
Чами. Чами. Польза, прибыль, доход. Пайда. Пайда. Пейт. Ссора. Дава. Дол. Дол. Торговать, торговец. Совда. Совдагари. Соуда. Саудегархо. Округленный, круглый. Дагоргили. Горгали. Горга. Герге. Пятница. Параскеви. Эрск. Пярск. Воскресенье. Квира. Киранде. Киренде. Неделя. Квира. Кира. Кира. Дата. Тариги. Терах. Тяра. Собака. Дзагли. Жала. Жали. Рот. Баге. Бага. Баге. Пламя. Али. Алу. Ал. Дуб. Нажви. Наж. Нож. Муж. Кмари. Маира. Мар. Шум. Гавгави. Гоуга. Гар. Писк, пищать. Цивили. Цоуза. Цуза. Оружие, молот, кувалда. Варзи. Варзап. Варбаст. Разделил доля. Гако. Дака. Дак. Сито. Сацери. Цаца. Цац. Котенок. Писо. Пису. Золотник. Мисхали. Мисхал. Черта. Хази. Хаз. Сиз. Сеять. Тесва. Тасуа. Тиса. Женщина. Кали. Калсак. Молитва. Лимзир. Ламаз. Ламас. Парень. Мальчик. Чинт. Кант. Кант. Кянк. Жаба. Лягушка. Апху. Пхид. Пет. Подошва или подкова. Ланч. Лан. Ла. Свинья. Хам. Хака. Хак. Невестка. Носа. Нус. Нус. Бык. Пуга. Буга. Бог. Только что вы видели те слова, что идентичны в своем значении и очень похожи в звучании. А сейчас будет список из слов, где схожесть не так сильно очевидна, или же эти слова обозначают близкие по смыслу вещи. Довольно частым явлением в лингвистике может быть ситуация, когда истоки у слова в двух языках были одни и те же, но спустя столетия его значение менялось. Срок или обещание. Вада. 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 Ват. Предательство или ошибка. Галати. Лиглат. Галат. 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 Звонок или эхо. Зари. Зар. 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 Зур. Горгол. Скорбь, траур или месть. Чири. Чир. 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 Цур. Быстро. Чкара. Чкард. Чкарас. Чехка. Чехка. Сосать. Цова. Ицудан. Цуаля. Цубда. Оуд. Знак или прицел. Нишани. Мизани. Мизан. Нишан. Мизан. Ниша. Лес. Тре. Тка. Хун. Хо. Вода. Цали. Цкари. Хи. Хи. Красный. Цители. Чита. Ция. Те. Ответвление или род. Ганакари. Ганакар. Неки. Няк. Коса. Мотыга. Цели. Цил. Цел. В прошлом году ежегодно. Шаршан. Шаршарах. Шершера. Стрела. Пруд. Исари. Сара. Сярьк. Поколение. Толпа. Тауба. Тоба. Туап. Огонь. Цецхли. Це. Те. Показался. Показаться. Гамочнда. Гучудала. Дерево. Ствол дерева. Хе. Гад. Хи. Мотыга. Ударять. Тохи. Тоха. Тоха. Весна или солнце. Малпх. Малх. Малх. Сын. Дочь или семья. Гезал. Дюезал. Дизел. Смерть или жизнь. Дагра. Дахар. Дахар. В сторону или далеко. Ганте. Гейна. Гян. Гром. Молнии. Ветер. Мех. Мех. Мох. Мох. Ночь или вечер. Серь. Сюрия. Серия.
Вот и все на сегодня. Спасибо за внимание. Делитесь вашим мнением от услышанного в комментах и не забывайте поставить лайк. Вы очень поможете нашему делу, если вышлете данное видео своим знакомым и поделитесь в соцсетях. Подписка на канал позволит вам получать уведомления о новых выпусках. Финансовую помощь можно оказать по ссылке в описании. Мир вашему дому!